Выпускавшаяся с 1946 года «Победа» к концу 40-х стала заметно устаревать, что создавало необходимость конструирования нового поколения моделей. Повторить успех ГАЗ-М20 было сложно, но мировые автопроизводители уже шагнули вперед с новыми моделями в плане конструкции, агрегатной базы и дизайна. В Советском Союзе тоже назрела необходимость создания более современной модели. Сегодня мы вспомним историю создания легендарной 21-й «Волги», и вы узнаете о ее самых редчайших модификациях. Проект «Волги» вырос из процесса модернизации «Победы». Впрочем, первая собственная попытка газовцев создать второе поколение «Победы» получилась весьма осторожной. Появившийся в 1951 году прототип отчетливо напоминал ЗИМ ГАЗ-12, только немного уменьшенный в размерах. К тому времени автомобиль уже признали архаичным, поэтому «Победа-2» так и не дошла до конвейера. Тем не менее, наработки по «Победе-2» все же легли в основу технического задания будущего автомобиля. Речь идет о компоновке со слегка вынесенным вперед пассажирским салоном, что в сочетании с уменьшенным до 15 дюймов размером колес и прежней колесной базой позволяло увеличить объем салона. По оригинальному замыслу, помимо современного дизайна и конструкции, новый автомобиль должен был получить новый двигатель и автоматическую коробку передач. Однако на практике вышло несколько иначе. Исходя из предъявляемых к машине требований, динамики, комфорта, но в то же время максимально высоких показателей проходимости и ремонтно-пригодности в самых незамысловатых условиях, избежать досадных компромиссов не удалось. Так, наряду с действительно передовыми техническими решениями, например, цельноалюминиевым двигателем с мокрыми гильзами и автоматической коробкой передач, автомобиль при этом имел консервативные шкворни в передней подвеске и рычажные амортизаторы, практически ушедшие в прошлое. Здесь была не только автоматическая коробка передач. Таких машин, впрочем, выпустили единицы, но и гидропривод сцепления в версии с механикой, кардановый вал на 3 опорах, а также гипоидный задний мост с полузагруженными полуосями. Теперь шасси смазывалось централизованно, а передние тормоза получили раздельные гидроцилиндры. В разработке дизайна был применен конкурсный подход. Над экстерьером работали сразу 2 группы. Художник-скульптор Лев Еремеев возглавлял работу по направлению «Волга», а английский дизайнер Джон Уильямс, осевший в СССР еще в 1936 году, занимался альтернативным проектом «Звезда». У англичанина получился элегантный фастбэк с футуристичным оперением задней части, характерным для второй половины 50-х. Но в итоге победил более близкий к реалиям седан Еремеева, щеголявший стремительным силуэтом и модными гнутыми лобовым и задним стеклами. Более скромная по сравнению с вариантом Уильямса корма «Волги» действительно легче и дешевле внедрялось в серийное производство. Однако в отсутствии эстетики получившийся автомобиль уж точно нельзя было обвинить. Ведь в качестве основного источника вдохновения Еремеев использовал Ford Mainline 1952 года. Стилистически ГАЗ-21 оказался выдержанным в едином стиле автомобилей тех лет, а то и превосходил с дизайнерской точки зрения многие зарубежные образцы. В 1954 году вручную изготовили первый ходовой образец, и уже летом этого года его активно испытывали на трассах. ГАЗ-21 «Волга» начали производить на Горьковском автомобильном заводе в 1956 году, а после начала серийного выпуска автомобиля от чего-то даже пришлось отказаться. Так, центральная система смазки была призвана упростить работу шофера по обслуживанию. Он просто нажимал на отдельную педаль, и смазка подавалась ко всем ответственным соединениям в передней подвеске и рулевом управлении. Правда, на деле маслопроводы часто выходили из строя, и в более поздних комплектациях появились привычные пресс-масленки, а шоферы вернулись к шприцеванию. Похожая история приключилась и с автоматом. Узел у советских инженеров получился отличный, конструктивно опирающийся на Ford O-Matic, все с того же Mainline, для чего были закуплены 2 экземпляра автомобиля Ford Mainline 1954 года.
Позднее вариант этой коробки передач использовался на автомобилях «Чайка», ГАЗ-13 и ГАЗ-23 с мощным двигателем V8. Забегая вперед, отметим, что опровергает имеющееся мнение о низкой надежности этого агрегата. Причиной же отказа от нее был недостаток специального масла. Коробка передач оказалась слишком требовательной к качеству масла. В итоге производство автоматических «Волг» свернули. Автоматика устанавливалась на автомобиле первого и второго выпуска, партии примерно в 700-800 машин. Механическая коробка передач также по сути перешла на «Волгу» от Победы М20. Отличалась наличием трансмиссионного стояночного тормоза на выходе. Она была трехступенчатой, с гидроприводом сцепления, обеспечивающим невероятную по тем временам мягкость включения, с подрулевым переключателем передач. Надежность и долговечность этой коробки передач были весьма высоки, так как изначально она была разработана для автомобилей более высокого класса ГАЗ-12 ЗИМ, имевшего 3,5-литровый 6-цилиндровый двигатель с большим крутящим моментом, и поэтому имела немалые резервы прочности. 21-я «Волга» оснащалась полукруглым спидометром, еще одна отсылка к американцам, и сплошным передним диваном в просторном салоне с совместительным багажником, эффектными выпуклыми росчерками на боковинах и сияющей хром-решеткой. «Волга» стала настоящим олицетворением всего лучшего, что было тогда в Советском Союзе. Хотя на начальном этапе производства сложностей с двигателями хватало. Новую 70-сильную верхнеклапанную четверку освоили только к середине 1957 года. Практически год новые «Волги» шли со старым форсированным до 65 лошадиных сил нижнеклапанным мотором «Победы». По проекту у цилиндров нового мотора должна была быть полусферическая камера сгорания, а клапаны располагаться не в ряд, а под углом. Еще в 1955-м такой мотор был построен, испытан и подвергнут тотальной переделке, ибо оказался прожорлив и слаб на низах. В результате сферическую камеру сгорания заменили на клиновидную и вернули шестереночный привод кулачкового вала. Благодаря алюминиевому блоку двигатель стал существенно легче и производительнее предшественника. Однако «Волга» в варианте такси будет оснащаться победовским мотором аж до 1959 года. В основной же модификации с начала 1958 года все ГАЗ-21 будут идти со своим мотором. Его несколько раз форсировали, причем имелись обычные и экспортные модификации. На ранних образцах мощность составляла 70 и 80 лошадиных сил, на более поздних 75 и 85 лошадиных сил. Да и сам автомобиль прошел своеобразные 3 стадии модернизации. Известна машина первой, второй и третьей серии. Технически автомобиль менялся не сильно, хотя и по делу. Но самые заметные изменения были связаны с легкой коррекцией внешнего вида и интерьера. Также стоит отметить, что двигатель форсировался без четкой привязки к выпуску этих серий. Первая серия. Автомобили, имевшие ту самую звезду на радиаторной решетке, выпускались с 1957 по 1959 годы и в данный момент представляют наибольшую коллекционную ценность. С 1959 по 1962 год выпускалась вторая серия. Ее легко отличить по радиаторной решетке, получившей прозвище «Акулья пасть», из-за 16 вертикальных прорезей, служащих косвенной отсылкой к варианту, некогда забракованному Жуковым. Наконец, третья серия. Выпускалась с 1962 по 1970 годы. Она лишилась изящной фигурки оленя на капоте. Была травмоопасна при ДТП с пешеходом, в дождь бросала на ветровое стекло слишком много воды, а кроме того пользовалась повышенным интересом у воришек. Обзавелась радиаторной решеткой с частыми прорезями, прозванной за это в народе «китовый ус». Третья – самая массовая серия ГАЗ-21. Ее выпустили в количестве порядка 470 тысяч экземпляров. Всего же за 14 лет было произведено почти 640 тысяч автомобилей. Однако народным этот автомобиль никогда не был. В первый год выпуска купить «Волгу» можно было за 17 400 рублей по ценам до денежной реформы 1961 года. Позволить такую покупку могли себе далеко не все. Тем более, что набранная сумма вовсе не гарантировала обладание автомобилем.
Нужно было либо выстоять огромную очередь, либо иметь блат. Со временем за ней вовсе закрепился богемный, элитарный имидж, хотя и была она по классу ниже представительских чаек. Но на 21-х раскатывали Юрий Гагарин и Владимир Высоцкий. «Волгу» можно увидеть практически во всех советских кинофильмах с 1956 года. Наиболее известный фильм, в котором ГАЗ-21 выступает практически в роли одного из героев – «Берегись автомобиля». Впрочем, особый размах этой романтизации приняла уже значительно позже, в постсоветскую эпоху ностальгии по СССР. В свое же время ГАЗ-21 «Волга» попросту была автомобилем, которым очень хотелось обладать. А вот универсал ГАЗ-22, который при определенном стечении обстоятельств действительно мог бы стать народным автомобилем, ибо обладал просто невероятной вместимостью. Но с популярностью повезло куда меньше. В свободную продажу их практически не выпускали, вместо этого либо отправляя на экспорт, либо обеспечивая спецзаказ. Львиную долю выпущенных универсалов составляют автомобили скорой помощи. Редким обладателем гражданской 22 был еще один знаменитый человек – Юрий Никулин. В 1967 был построен единичный экземпляр ГАЗ-22В с третьим рядом сидений. По типу машин, переоборудовавшихся финским импортером ГАЗ фирмы Канелла. Дополнительное двухместное сиденье складывалось вровень с настилом багажника. В дальнейшем эта компоновка салона была учтена при разработке ГАЗ-2402. Были у «Волги» и другие редкие варианты. Один из них – настоящий уникум, выпущенный в количестве всего 5 экземпляров, полноприводный универсал. Одна из таких машин служила на охотничьих угодьях Леонида Ильича Брежнева. А вторая спецверсия более распространенная, но не менее будоражащее сознание нынешних коллекционеров. Милицейская догонялка ГАЗ-23, имевшая под капотом V8 5,5 литров на базе двигателя «Чайки», выдающего 195 лошадиных сил и сагрегатированного с трехступенчатым автоматом. Благодаря этому горьковская догонялка разгонялась до 100 км в час за 17 секунд, против 34 секунд у стандартной «Волги». Таким образом, машина продолжала славные традиции М-20Г, М-26 на базе Победы. Использовалась КГБ и другими спецслужбами, и до распада Союза была совершенно недоступной к покупке простым смертным. Едва появившись, машина собрала неплохие журналистские отзывы в Европе и продавалась там через фирменную сеть Скалдия Волга. Они же выпускали на основе машинокомплектов, поступивших из СССР, дизельные версии ГАЗ-21 М21. Такие автомобили были особенно популярны в такси. Первоначально устанавливали 1,6-литровый, 48-сильный дизель английского производства. Однако его мощности было явно недостаточно, поэтому его сменили на двигатель Rover 2,3 литра, 65 лошадиных сил. Поздние варианты, в том числе дизельные «Волги» ГАЗ-24, снабжались двигателем Peugeot Indenor объемом 1,9 литра и мощностью 58 лошадиных сил. Единственными внешними отличиями были шильдик «Волга Дизель» на крышке багажника и измененное расположение выхлопного патрубка. В конце 50-х Скалди обратилась в туринское кузовное ателье ГИА с просьбой освежить внешность машины, чтобы позиционировать «Волгу» с импортным мотором как особую модель. В 1961 году ателье представило свой вариант внешности для европейского рынка. В конце 1958 года автомобиль был модернизирован преимущественно внешне. К рубежу 1950-1960-х годов внешность «Волги» первого поколения начала быстро устаревать. В конечном итоге был реализован вариант мягкой модернизации автомобиля, затронувший по большому счету лишь бампера и декоративные детали. В ходе модернизации появилась новая решетка радиатора, прозванная «Китовый ус», молдинги на боковинах и колесные колпаки нового дизайна. «Волга» ГАЗ-21 М21 была одним из первых массово экспортировавшихся советских автомобилей.
Экспортные автомобили имели улучшенное оформление, состав комплекта согласно году выпуска. Кроме того, двигатели этих машин были форсированы на 10 или 5 лошадиных сил относительно базовой модели. Соответственно, 80 и 75 лошадиных сил на ранних выпусках и 85 лошадиных сил на третьей серии, за счет повышения степени сжатия для работы на более высокосортном бензине с октановым числом 80. Военные авторемонтные заводы на базе ГАЗ-21 выпускали открытые модификации парадных автомобилей. Крыша полностью срезалась, кузов усиливался. Сохранялись 4 двери, но задняя левая заваривалась для дополнительного усилия. В салоне устанавливался поручень и, как опция, система громкой связи. Остекление дверей и подъемный верх отсутствовали. Такие автомобили использовались для парадов в военных округах. На пекинском автозаводе на основе ГАЗ-21 был создан свой вариант под названием Дунфанхун BJ760. Автомобиль практически полностью копировал ГАЗ-21 в техническом отношении, но имел весьма существенные внешние отличия. Серийный автомобиль такси ГАЗ-21Т выпускался на базе ГАЗ-21Л, а ГАЗ-21ТС на базе ГАЗ-21Р. Эти модификации такси уже заметно отличались от базовых моделей. Вместо радиоприемника устанавливался счетчик, ставился опознавательный зеленый фонарь, передние сиденья устанавливались раздельные. При этом переднее правое сиденье было складным и могло в разложенном состоянии образовывать горизонтальную площадку для перевозки дополнительного груза. ГАЗ-21Т и ГАЗ-21ТС окрашивались в те же цвета, что и обычные «Волги». В потоке их отличить можно было только по шашкам. «Волга ГАЗ-21» была одним из неизменных участников спортивных состязаний внутри соцлагеря, а также успешно участвовала в целом ряде международных ралли-рейдов, таких как «Тысяча озер Финляндии» – 1 место, «Акрополис» – 3 место, «Монте-Карло» и другие. Для ГАЗ-21 модели 1965 года группа специалистов НАМИ во главе с Эдуардом Молчановым готовила версию рестайлинга, так и не пошедшую в серийное производство. Этот проект иногда условно обозначают как 4-я серия ГАЗ-21. Если бы он был осуществлен, ГАЗ-21 модели 1965 года получил бы новую футуристичную решетку радиатора прямоугольных обводов с горизонтальными брусьями и чернением, молдинг на боковине и новые, более современные колпаки. Однако в силу целого ряда причин, главным образом наличие к 1965 году практически завершенного проекта «Волги» нового поколения ГАЗ-24, проект осуществлен не был, и модель 1965 года ничем внешне не отличалась от модели 1962 года. Тем не менее, ГАЗ-21 «Волга» продержалась на конвейере аж до 1970 года. Когда модель покинула конвейер, было выпущено 639 478 экземпляров всех модификаций. Внешность какого модельного года ГАЗ-21 вам больше всего нравится? Делитесь своим мнением в комментариях. А также напишите историю, какой модели Горьковского автомобильного завода вы хотели бы увидеть. И не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе последних событий автоиндустрии.